Приветствую вас, друзья! Сегодня расскажу вам о проблемах, слабых местах и достоинствах Volkswagen Golf 4-го поколения. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Двигателей масса, как бензиновых, так и дизельных, с турбиной и без. Любителям прокатиться с ветерком агрегат 1,4 литра мощностью 75 лошадиных сил явно не подойдет. Чтобы не выбиваться из потока, его постоянно приходится крутить, что соответственно сказывается на ресурсе. Среди недостатков можно отметить забивающуюся систему вентиляции картерных газов и большой расход масла из-за износа поршневых колец. Слабенькая и недолговечная здесь и дроссельная заслонка, причем ремонту она не поддается, только замена. Восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель – это надежный и проверенный временем агрегат. Он потом еще долго устанавливался на Шкоду Octavia Tour. Мощностными характеристиками не удивлял, но показывал хорошую тягу на низах. Мотор простой и надежный конструктивно. Распространенные проблемы – это вентилятор охлаждения радиатора и потеки жидкости через прокладку водяного насоса. Вариант с 16 клапанами также очень надежен и имеет те же проблемы. Двигатель может пройти без серьезных вмешательств более 300 тысяч километров. Главное вовремя менять масло, следить за его уровнем и не перегревать мотор. Но лучшим образом все-таки себя зарекомендовали простые восьмиклапанные варианты. С тем же литражом выпускали и мотор FSI мощностью 110 лошадиных сил. Он имеет непосредственный впрыск и плохо приспособлен к нашим условиям эксплуатации. Основные проблемы этого двигателя приходятся на топливную аппаратуру, которая нередко выходит из строя из-за некачественного бензина. Здесь рекомендуют лить только 98-й бензин. Стоимость устранения неполадок намного выше, чем на моторах с распредельным впрыском. Двигатель страдает от образования нагара на клапанах, недугов электроники и недолговечных элементов газораспределительного механизма. Следующим востребованным бензиновым мотором был 2-литровый. Это также хороший двигатель. Из основных проблем только желание подъедать масло в некоторых экземплярах. Но эта проблема хорошо поддается ремонту. Мотор 1,8 литра представлен в двух вариантах. Атмосферный выдавал 125 лошадиных сил, а турбированный 150 и 180 лошадиных сил. Безнаддувный вариант может претендовать на роль довольно динамичной машины, особенно с механической коробкой передач. С турбиной же довольно легкий Golf до сотни разгоняется чуть более чем за 8 секунд. Но и риск при покупке турбированной версии довольно велик. Цена новой турбины около $1000. Да и стоят такие экземпляры в достойном состоянии недешево. Ведь владельцами турбоверсий были, как правило, далеко не пенсионеры. Главное правило при эксплуатации этих моторов – не глушить двигатель после динамичной езды, дав таким образом остыть турбине. А еще лучше сразу установить турботаймер. Ну и почаще производить замену масла. Из основных слабостей это вылетающие катушки зажигания и система вентиляции картерных газов, где проблемный клапан. Также фазорегулятор может потребовать замены через 120-150 тысяч километров пробега. Моторы 2.3, 2.8 и 3.2 литра наделяют Golf 4 отменной динамикой, а водителя удовольствием от вождения. Но за удовольствие надо платить. Эти силовые агрегаты более сложны и дороги в ремонте, хотя и имеют довольно приличный ресурс. Появляются они в продаже, как правило, когда приходит время серьезных ремонтов. Все двигатели, даже дизельные, работают на удивление тихо для авто такого года выпуска. И уж в салоне их совсем не слышно, на руле не ощущается никакой вибрации. Как раз таки дизельные агрегаты обладают завидным ресурсом, экономичностью и экологичностью. Но все это достигается при использовании высококачественного топлива. 1.9 SDI продемонстрирует образцовую надежность, долговечность и дешевизну в эксплуатации. Но есть один недостаток – это динамика разгона до сотки. Здесь это состоится за 17,2 секунды. Старые 1.9 TDI мощностью 90 и 110 лошадиных сил имеют лишь одно слабое место – это ТНВД. Его ремонт обойдется в $100, если вышла из строя механическая часть, и $400, если электрическая.
Восстановление форсунок на этом двигателе стоит около $70 за штуку. В 1999 году появился 1.9 TDI с насос-форсунками мощностью 115 лошадиных сил. В последующие годы дизельный ряд пополнили 100-сильные, 130 и 150-сильные версии этого мотора. По сравнению со старым 1.9 они обеспечивают более высокую производительность, экономичность, но дороже в обслуживании. Стоимость новых насос-форсунок около $500, а восстановление $100. Самый слабый из 1.9 TDI не имел уязвимого двухмассового маховика и турбины с изменяемой геометрией. На ремонт обычной турбины потребуется около $150, а с изменяемой геометрией уже $300. Новые компоненты в среднем раза в 2 дороже. Замена двухмассового маховика со сцеплением обойдется в $600. Несомненный плюс этих дизелей – это отсутствие DPF-фильтра. Общий недостаток всех дизельных агрегатов до 2001 года выпуска – это неисправность расходомера. Коробки передач на Volkswagen Golf 4 – это механика или автомат, причем неважно, работают оба варианта надежно, при условии своевременной замены масла в них. Предлагались 5- и 6-скоростные механические коробки передач, а также 4- и 5-ступенчатые автоматические коробки. На механике иногда разбалтывается рычаг переключения передач. Лечится в большинстве случаев заменой механизма переключения. 5-ступенчатая механика с заводским индексом DUU самая проблемная из всех, если так можно сказать. В ней часто проблематично включается первая передача, и это норма для этой коробки. Масло в механике рекомендуется менять каждые 90 тысяч, а замена сцепления зависит от стиля езды и опыта сидящего за рулем. Средние же показатели 120-200 тысяч километров. В автоматах менять масло необходимо каждые 60 тысяч километров, причем заливать только рекомендованное заводом. Но здесь есть свои нюансы. Оно меняется не полностью, а частично, так как новое в большинстве случаев, обладая высокими моющими свойствами, растворяет старые отложения и может вывести коробку из строя. Начиная с 1,8-литрового мотора, опционно можно было заказать полный привод 4Motion. Полный привод делает Golf 4 чрезвычайно устойчивым на скользкой дороге и дарит незабываемые впечатления от вождения. Обратная сторона этих модификаций – это сложность обслуживания и высокая стоимость запчастей, касающихся элементов полного привода. К тому же такие аппараты берутся первым владельцем не для поездок в булочную, и на вторичном рынке они появляются, как правило, либо сильно изношенными, либо очень дорогими. В ходовой части тоже все очень по-немецки надежно, и неожиданных сюрпризов здесь быть не должно. Но в рулевом управлении у некоторых владельцев начинают возникать проблемы. Течет рулевая рейка, гидроусилитель руля начинает работать менее эффективно. Что касается ресурса, то для оригинальных запчастей он такой: сайлентблоки передних рычагов 60-80 тысяч километров, стойки стабилизатора 40-50 тысяч, опорные подшипники передних стоек до 40 тысяч километров. Тормозная система Golf 4 не создаст проблем. Есть только одна ложка дегтя – включатель стоп-сигналов, но эта проблема копеечная и решается быстро. Тормозные диски и колодки при замене обойдутся недорого, вариантов по замене огромное множество. Покупая себе Golf 4, обязательно проверьте работоспособность ручного тормоза и состояние тормозных шлангов. Трос ручника растягивается, а шланги просто давно пришло время заменить. Кузов Golf 4 без преувеличения можно назвать эталонным в своем классе. Он цельно оцинкован, следовательно, надежно защищен от сквозной коррозии, и более того, Volkswagen дает на кузов гарантию 12 лет. Сколы краски до металла, пережившие несколько московских зим, не давали повода для появления ржавчины. Все кузовные панели подогнаны идеально, а зазоры между элементами минимальны. Очень высокая и жесткость на скручивание кузова, которая значительно предохраняет металл от старения. Такая жесткость достигнута за счет цельной штамповки деталей. Раньше их собирали из нескольких частей, а при сборке автомобиля использовалась лазерная, а не точечная сварка. В результате практически полное отсутствие аэродинамических шумов на любой скорости. Так что если перед вами машина со следами коррозии, то скорее всего она побывала в аварии и была некачественно восстановлена. Единственным недостатком является примерзание дверей в проемах при переходе температуры через 0 градусов. Производитель даже выпускал специальную смазку, что немного облегчало проникновение в салон. Интерьер по-немецки строг и комфортен для своего класса. Недостатки салона — это протертости на пластике дверей и покраска
краям передней панели. С возрастом пластик салона начинает скрипеть. В конце производства качество сборки несколько улучшилось. Из-за возраста и огромных пробегов счетчики скручены уже по несколько раз, что в этой модели очень легко сделать. Соответственно, состояние сидений, руля и рычага переключения передач зачастую оказывается не самым лучшим. Так что если кресло выглядит ветхим и помятым, а руль облезлым, то можете не сомневаться, пробег здесь больше 500 тысяч километров, а не 180-230, как уверяет хозяин. Электрика не доставляет особых хлопот, хотя нередко выходит из строя моторчик заднего дворника. Может закиснуть трапеция и переднего стеклоочистителя. Многие пытаются ее смазать, но это либо не помогает, либо помогает временно. В заключении можно сказать, что Golf 4 – это удачная и надежная машина на года. Лучшими для покупки являются авто с бензиновыми атмосферными двигателями 1.6, 1.8 и 2 литра. Надежные и турбомоторы, но все же с ними риски увеличиваются. Не стоит рассматривать двигатели FSI, так как прибавку мощности вы получите минимальную, а вот проблем будет намного больше. Заслуживают внимания и дизели, которые достойно себя показали за долгие годы эксплуатации. Вот только с покупкой нужно быть аккуратнее, так как такие машины ездят намного больше бензиновых, а их ремонт обходится владельцам дороже. Ну а если вы являетесь владельцем Гольфа, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации данного авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!